когда проект приобретает известность, становится популярным, всегда интересно, все время спрашивают, как так получилось, как вы достигли таких успехов, что же лежало в начале этого проекта. Поэтому я немножко расскажу о начале смешариков. Смешарики ворвались в общественное пространство России в начале 2000-х годов. Фактически в состоянии полного идеологического, если не вакуума, то разброда и шатания и такого потребительского хаоса. Если вы помните, что это было за время? С одной стороны, по телевизору практически не шли отечественные мультфильмы. Показывались ужасные американские мультфильмы с плохими сюжетами, с плохими переводами, с незнакомыми названиями, с какими-то сюжетами из чуждой жизни, с тотальным мордобоем. Гениальная коллекция «Союзмультфильма» с нашими шедеврами отечественной мультипликации была продана на Запад, а те мультфильмы, которые остались, они стали предметом многочисленных судебных тяжб по поводу того, кому же принадлежат права на прокат и на использование этих мультфильмов. Практически была разрушена система государственной поддержки кинематографии, создания детских фильмов, так же, как и система проката, кинопроката. Был принят примерно в это время закон о рекламе, который запрещал перебивать показ мультфильма или фильма рекламными блоками. И это, в общем-то, благое намерение, оно окончательно добило интерес телеканалов к трансляции детского контента. С другой стороны, люди уже устали от того, что у нас от засилия западных ценностей, западных продуктов, западных товаров, поняли уже довольно давно, что не все то золото, что блестит, не все то, что красиво, полезно, вкусно и достойно того, чтобы это потреблять. И, наконец, повернулись к тому же, что у нас есть в нашем Отечестве. И в этот момент появились смешарики. И нужно сказать, что их появление было очень своевременным. Можно сказать, что смешарики ответили на такой невыраженный, непроявленный запрос общества на вот этот сложившийся вакуум, когда смешарики фактически заполнили собой этот вакуум, когда, в общем-то, в стране забыли, что у нас рождаются дети, что помимо того, что их нужно кормить, их нужно воспитывать, транслировать им какую-то идеологию, какие-то ценности прививать. И я беру на себя смелость утверждать, что смешарики фактически взяли на себя ответственность за судьбу целого поколения российских детей, создав проект, основанный на российской ментальности, с использованием добрых, круглых, неагрессивных персонажей, говорящих на хорошем русском языке, с хорошим чувством юмора, с аллюзиями к отечественной истории, к отечественной культуре. Все это, конечно, повернуло сердца людей к этому проекту, к нашему проекту. Но, конечно, было бы преувеличением сказать, что популярность смешариков оказалась только с тем, что мы появились в чистом поле. Конечно, нет, и секрет популярности смешариков в том числе заключается в том, что это, безусловно, инновационный проект. И несколько слов о феномене смешариков. И это, собственно, и есть космос смешариков. Герои живут в вымышленном мире, где все сюжеты основаны на реальных историях. Что это значит? Что благодаря сериалу дети учатся дружить, любить, выстраивать отношения, осваивать различные компетенции, решать конфликты ненасильственным путем, что тоже очень важно, без всякого мордобоя. Очень важно, что это фактически не детское, сюсюкающее, скучное для взрослых кино. Мы разговариваем с детьми взрослым языком, на взрослые темы. И благодаря этому дети доверяют проекту, уважают его. То же самое касается родителей. Для родителей в сериале зашифрованы свои собственные послания, и им всегда тоже интересно смотреть мультфильмы. Это следующий феномен смешариков. Я бы, конечно, сказала, что наша целевая аудитория уже достигла 100%.
Но тут еще особенность нашего проекта. Мы не вписываемся, когда измеряют целевую аудиторию, ни в одну схему таргет-групп, таргетирования, потому что нас смотрит фактически вся семья. И дети, и родители, и бабушки, и дедушки, и старшие братья и сестры. Это повсеместно. И в этом, собственно, такая некоторая проблема с трансляцией проекта на Запад, потому что там-то как раз все очень жестко и четко цементировано на узкие целевые аудитории. Но это реальный феномен, аналогом которому нет в мире. И я думаю, что это вот такое будущее проекта за нами. Там просто еще этого не понимают. Еще один фактор уникальности проекта – это то, что это такой сериал, который состоит из самостоятельных историй разных жанров. Фактически это такой набор различных фильмов. Есть разные совершенно жанры. Есть и экшен, есть и мелодрамы, есть и комедии, есть и философские притчи, есть даже маленький хоррор, фильм ужасов, мультик «Железная няня». И это тоже делает наш проект совершенно уникальным во всем спектре представленных такого рода проектов. Собственно, что я хочу сказать, что своим появлением смешарики ответили на вызов времени. Шли годы. За это время, конечно, многое изменилось. Государство обратило внимание на проблемы детства, начало их как-то решать. За это время появилось много хороших, достойных, мультипликационных и детских проектов, детских сериалов. Но задачи, причем задачи государственного масштаба, они продолжают нарастать. И они связаны с уже осознанием всеми главного вопроса. То, каким будет наше будущее, зависит от того, какими вырастут наши дети. А то, какими вырастут наши дети, зависит от того, какие книжки мы будем читать, какие книжки они будут читать, какие фильмы и мультфильмы смотреть, какими проектами будут заниматься, кем захотят наши дети стать и в какой стране они захотят жить. И это, собственно, второй как бы прорыв к космосу смешариков. Из хаоса перемен к космосу инноваций. Так, у проекта «Смешарики» появился новый бренд, суббренд, он называется «Пин-код». «Пин-код» — это проект, который фактически суббренд. Главным героем его является наш герой Пин, гений-изобретатель, вместе со своим маленьким роботом Биби. И этот проект направлен на развитие инновационно ориентированного поколения россиян. Чтобы в нашей стране рождались новые Кулибины, этим нужно заниматься со школы, если не говорить с детского сада. Это возможно только через создание полноценной, полноформатной инфраструктуры детства. Ну, собственно, поэтому я здесь, потому что пин-код – это новые технологии, пин-код – это развлечение с обучением, и пин-код – это новые стили и среды общения. Что будет через 7 лет, на какой вызов будут отвечать смешарики через 7 лет, покажет время. Спасибо.